Ты открываешь глаза, и первое, что бьет в лицо, это жар раскаленного воздуха Багдада. 9 век нашей эры. И ты стоишь посреди самого большого мегаполиса на планете Земля. Здесь живет больше 1 миллиона человек. И этой цифрой не может похвастаться ни один город Европы. Но тебя поражает не масштаб, а запах. Тяжелая волна мускуса, корицы и чего-то цветочного. Этот аромат идет от рынка Карх, крупнейшего торгового узла между Китаем и Средиземноморьем. Именно сюда по шелковому пути стекаются товары, о которых в Париже даже не слышали. И пока ты пытаешься осмотреться, к тебе уверенно подходит человек с окрашенными чернилами руками. Это Юсуф, переводчик из Дома мудрости. И он сразу замечает твою растерянность на лице. Он жестом предлагает следовать за ним, и ты подчиняешься, потому что выбора особо нет. Первое, что он показывает, это улицы с 30 книжными лавками, стоящими в один ряд. 30 только на этой улице. А всего в Багдаде их больше сотни, и это не считая рынков. Для сравнения, в Лондоне 9 века грамотен едва ли каждый 100-й взрослый житель. А здесь, в Багдаде, простой пекарь может зайти в лавку и купить себе сборник стихов. Юсуф объясняет, что все это стало возможным благодаря одному единственному изобретению — бумаге. Арабские мастера переняли секрет ее производства у китайских пленных после битвы при Таласе. Это произошло в 751 году и навсегда изменило ход мировой истории. Потому что до бумаги книги писали на пергаменте, а для одной книги нужна была целая отара овец. Бумага же делалась из тряпья и льна, что удешевило книги примерно в 20 раз за поколение. Юсуф ведет тебя дальше, и ты замечаешь, что улицы Багдада вымощены не грязью, а камнем. В то время как Париж утопает в грязи, здесь даже переулки содержатся в относительной чистоте. Ты проходишь мимо общественного фонтана, и Юсуф рассказывает о системе городских каналов. Тигр и Ефрат питают целую сеть каналов, которые пронизывают город, словно кровеносные сосуды. Именно благодаря этим каналам город утопает в зелени и фруктовых садах среди пустыни. Но жара все равно невыносимая. И ты спрашиваешь Юсуфа, как люди спасаются от зноя. Он улыбается и подводит тебя к богатому дому с толстыми глиняными стенами и узкими окнами. Внутри на 10 градусов прохладнее. И секрет прост. Бадгиры, то есть ветровые башни. Эти башни ловят горячий ветер наверху и прогоняют его через подвал с колотым льдом внизу. Да, лед в самом центре пустыни. Потому что его привозят с гор Загроса караванами ночью. Ты понимаешь, что этот уровень бытового комфорта Европа достигнет лишь через 8 веков. Но Юсуф торопит. Он хочет показать тебе место, которым гордится больше всего в жизни. Вы пересекаете мост через Тигр, и впереди вырастает здание с огромным куполом из кирпича. Это Байт аль-Хикма, Дом мудрости. Величайшая библиотека и научный центр эпохи. Внутри тебя встречает гул голосов. Десятки ученых одновременно спорят, переводят и пишут. Юсуф с гордостью объясняет, что здесь работают мусульмане, христиане и иудеи бок о бок. Они переводят Аристотеля с греческого на арабский и тем самым спасают античное знание. Без этих переводов Европа никогда бы не узнала трудов Платона, Галена и Евклида. Но ученые здесь не просто копируют. Они дополняют, спорят с древними и двигают науку дальше. Юсуф подводит тебя к столу, где мужчина в белом тюрбане вычерчивает странные символы. Это Аль-Хризми. И прямо сейчас он работает над книгой, которая подарит миру алгебру. Само слово «алгебра» произойдет от названия его труда — Аль-Китаб Аль-Мухтасар. А слово «алгоритм» — это просто латинизированная версия его собственного имени. Ты осознаешь, что стоишь рядом с человеком, без которого не было бы ни кода, ни компьютера. Однако Юсуф ведет тебя дальше, в соседний зал, где на столе лежит бронзовый диск. Это астролябия. Прибор, который заменяет одновременно компас, часы и звездную карту. С ее помощью моряки определяют широту, а муэдзины вычисляют точное время для молитвы. Юсуф знакомит тебя с Фатимой, астрономом, который калибрует эти приборы вручную. Ее пальцы двигаются с хирургической точностью, подгоняя каждую деталь размером с ноготь. Женщина-ученый в IX веке, и это здесь не вызывает ни малейшего удивления. Потому что халиф Аль-Мамун лично финансирует науку и платит ученым золотом за переводы. За каждую переведенную книгу дают столько золота, сколько она весит.
И это не метафора. Ты выходишь из дома мудрости ошеломленный, но Юсуф уже тянет тебя к следующей остановке. На этот раз он ведет тебя к зданию, от которого пахнет камфорой и сушеными травами. Это Бимаристан, первая в мире общественная больница, и вход сюда бесплатен для каждого. В Европе больных лечат молитвой, а здесь уже есть разделение на отделения по болезням. Юсуф объясняет. Хирургия, глазные болезни, лихорадки и душевные недуги – все по отдельности. В зале душевных недугов играет тихая музыка, потому что арабские врачи верят в силу звука. Тебя проводят в главный зал, где навстречу поднимается человек с невероятно спокойными глазами. Это Ибрагим, главный врач этого Бимаристана, и его руки двигаются точно как у часовщика. Он показывает тебе свой инструментарий, и ты не веришь, что это 9 век на дворе. Скальпели из дамасской стали, тончайшие иглы для швов и полые трубки для катетеров. Ибрагим объясняет, что каждый врач обязан сдать экзамен, прежде чем получить право лечить. Это первая в истории система медицинского лицензирования, и она работает уже десятки лет. Ты вспоминаешь, что в средневековой Европе любой цирюльник мог называть себя хирургом. А здесь даже рецепты записываются, чтобы следующий врач мог отследить историю лечения. Ибрагим с гордостью добавляет, что больница работает круглосуточно и кормит пациентов бесплатно. Все это финансируется через ВАКФ, систему благотворительных фондов, неприкосновенных по закону. Богатый торговец завещает доход от лавки больницы, и никто, даже халиф, не может отменить это. Ты покидаешь Бимаристан потрясенный, и Юсуф замечает, что ты еще не видел самого главного. Он ведет тебя к огромному крытому рынку, и гул торговли слышен уже за 2 квартала. Это сук. Торговый квартал, где каждая улица специализируется на одном виде товаров. Улица парфюмеров, улица ювелиров, улица бумажников и ни одного случайного торговца. К тебе подходит широкоплечий мужчина с теплой улыбкой и предлагает примерить шелковый халат. Это Фарис, персидский торговец с шелком, чьи караваны ходят от Самарканда до Каира. Он объясняет, что багдадцы меняют одежду по сезонам. Легкий лен летом, шерсть зимой. Сама идея сезонной моды родилась именно здесь, а не в Париже, как принято думать. Но самое интересное — это то, как Фарис расплачивается со своими поставщиками из Китая. Он не везет через пустыню мешки с золотом. Он выписывает бумагу, которая называется сук. Это прообраз банковского чека. Бумажное обязательство выплатить сумму в другом городе. Торговец в Багдаде пишет сук, а торговец в Кантоне получает по нему серебро от партнера. Глобальная финансовая система 9 века поработает быстрее и надежнее, чем ты мог вообразить. Фарис приглашает тебя выпить чего-нибудь прохладного, и вы садитесь в тени навеса у фонтана. Тебе подают шербет — ледяной напиток из розовой воды, сахара и толченого льда с горных вершин. Слово «шербет» отсюда попадет в итальянский, затем во французский, и станет нашим сорбетом. Пока ты пьешь, Фарис рассказывает, что сахар здесь не роскошь, а обычный продукт. Арабы научились рафинировать тростниковый сахар, и теперь он есть в каждом доме Багдада. В то время как европейцы знают лишь мед, здесь готовят десерты такой сложности, что дух захватывает. Фарис прощается и возвращается к работе, а Юсуф ведет тебя через другую часть базара. Вы оказываетесь на улице, где воздух пропитан густым ароматом амбры и сандалового дерева. Это ряды парфюмеров, и каждый из них считается не ремесленником, а настоящим художником. Арабские парфюмеры первыми освоили дистилляцию и научились извлекать чистое эфирное масло. Слово «алхимия» произошло от арабского «алькимия», и это тоже наследие вот этих мастерских. Юсуф замечает, что ты устал, и предлагает зайти в хамам, общественную баню за углом. Ты входишь внутрь и оказываешься в мраморном зале с горячим паром и мозаичным потолком. В Багдаде больше 60 тысяч хамамов. И гигиена здесь — это почти религиозный ритуал. Тебе дают оливковое мыло, мочалку из пальмового волокна и льняное полотенце белее снега. Мыловарение — еще одна арабская технология, которая доберется до Европы лишь через века. После хамама ты чувствуешь себя заново родившимся, и город воспринимается уже иначе. Закат окрашивает купола мечети в медный цвет, и муэдзин начинает вечерний призыв к молитве. Звук разносится над плоскими крышами, и весь город на мгновение замирает в тишине. Но после молитвы Багдад не засыпает.
Напротив, он только начинает по-настоящему оживать. Ночной Багдад освещен тысячами масляных ламп, и улицы сияют, словно золотые реки. Юсуф ведет тебя к набережной Тигра, где на воде покачиваются десятки освещенных лодок. На палубах сидят поэты, музыканты и философы. Ночная река превращается в плавучий салон. Поэзия в Багдаде — это не хобби для избранных, а часть повседневной жизни каждого горожанина. Даже торговец на рынке может ответить тебе цитаты из Абу-Нуваса, и это будет к месту. Юсуф объясняет, что поэтические турниры собирают толпы, сравнимые с нашими стадионами. Побеждает тот, кто за минуту сложит лучший стих на заданную тему. Импровизация чистой воды. Ты слушаешь арабскую речь, не понимая слов, но ритм и мелодика завораживают даже без перевода. После выступления Юсуф переводит. Поэт сравнил луну с серебряным динаром на черном бархате, и ты поднимаешь глаза к небу, где луна действительно висит над Багдадом, как начищенная монета. Но эта луна здесь не просто красива. Она еще и рабочий инструмент для местных астрономов. Юсуф рассказывает, что халиф построил обсерваторию, где ученые отслеживают орбиты планет. Их расчеты настолько точны, что отклонение от современных данных составляет доли градуса. Один из астрономов рассчитал окружность Земли с погрешностью менее 1%. Это произошло по приказу Аль-Мамуна, который финансировал экспедицию в сирийскую пустыню. Ученые замеряли длину 1 градуса меридиана, шагая по пустыне с веревками и астролябиями. Ты поражен. Но ночь продолжается, и Юсуф ведет тебя к зданию с необычным фасадом. Над входом журчит вода, стекая по бронзовым желобам, и ты слышишь мерный механический стук. Внутри стоят водяные часы, сложнейший механизм из бронзы, дерева и стеклянных трубок. Каждый час бронзовый сокол роняет шарик в чашу, и звон разносится по всему кварталу. Это не просто часы. Это программируемый автомат, прадедушка всех наших машин и компьютеров. Юсуф рассказывает, что такие часы халиф Харун ар-Рашид однажды подарил Карлу Великому. Франкские придворные решили, что механизм одержим джинном, потому что не могли понять его. А здесь, в Багдаде, это просто городские часы, по которым торговцы сверяют начало рынка. Разрыв в технологиях между Багдадом и Европой IX века — это пропасть в несколько столетий. Уже за полночь, но улицы по-прежнему полны людей. Ночная жизнь здесь бурлит до самого рассвета. Юсуф заводит тебя в маленькую кофейню, спрятанную в переулке за медной дверью с узорами. Внутри низкие столики, ковры на полу и густой аромат свежесваренного кофе, бьющий в ноздри. Тебе подают крошечную чашку с черной жидкостью, настолько крепкой, что сердце ускоряется мгновенно. Юсуф говорит, что кофе пришел сюда из Эфиопии и стал напитком ученых, работающих ночами. В кофейне сидят человек 20, и каждый из них обсуждает что-то с жаром и азартом. Один стол спорит о математике, другой о стихах, третий — о ценах на индийский перец. Кофейня в Багдаде — это одновременно клуб, университет и биржа, собранная под одной крышей. Рыжий кот запрыгивает на стол рядом и, свернувшись калачиком, засыпает прямо на чьей-то рукописи. Никто его не прогоняет. Кошки в Багдаде пользуются особым уважением и бродят везде свободно. Юсуф гладит кота и говорит, что пророк любил кошек, поэтому их здесь не обижает никто. Ты выходишь из кофейни бодрый от кофеина и замечаешь, что небо начинает светлеть на востоке. Рассветный азан звучит с ближайшего минарета, и город снова замирает на короткое мгновение. После молитвы Юсуф объявляет, что сегодня покажет тебе то, как Багдад кормит 1 000 000 ртов. Вы идете к речному порту, где десятки барж уже разгружают зерно, привезенное ночью с юга. Плодородный полумесяц. Метафора. Земля между Тигром и Ефратом родит 3 урожая в год. Рис, пшеница, ячмень, финики, гранаты. Все это растет в радиусе дневного перехода от стен. Юсуф покупает тебе горячую лепешку с кунжутом прямо из тандыра, и она обжигает пальцы. Ты откусываешь, и вкус свежего хлеба с маслом и солью кажется тебе лучшим завтраком в жизни. Пока ты ешь, мимо проходит караван верблюдов, груженных тюками с шелком и фарфором из Китая. Юсуф говорит, что этот караван шел 4 месяца через всю Центральную Азию без остановки. Шелковый путь — это не одна дорога, а целая сеть маршрутов.
и Багдад стоит в самом ее центре. Сюда стекаются товары из Китая, Индии, Африки и Византии и перепродаются дальше по миру. Один багдадский динар весит 4,25 грамма золота, и его принимают от Испании до Явы. Это первая по-настоящему мировая валюта, и доверие к ней основано на стабильном весе золота. Юсуф ведет тебя от порта вглубь ремесленного квартала, где стучат молотки медников с утра. Здесь куют подносы, лампы, астролябии и хирургические инструменты из лучшей бронзы в мире. Каждый мастер принадлежит гильдии, которая контролирует качество и честность ценообразования. Забракованный товар мастера могут изгнать из гильдии, а это равносильно профессиональной смерти. Рядом работают стеклодувы, и ты завороженно наблюдаешь, как из раскаленной капли рождается сосуд. Багдадское стекло ценится наравне с венецианским, а в некоторых техниках даже превосходит его. Юсуф берет в руки стеклянную кобу и объясняет, что без нее невозможна ни алхимия, ни медицина. Именно арабские стеклодувы создали лабораторную посуду, которой химики пользуются и по сей день. Вы покидаете мастерские и выходите на широкий проспект, ведущий к центру круглого города. Круглый город — это сердце Багдада. Идеальная окружность диаметром почти 3 километра. Его спроектировали математики, а не просто архитекторы. Каждый угол выверен с точностью. 4 ворот ориентированы строго по сторонам света и названы в честь городов, куда ведут дороги. Ворота Хорасана указывают на восток, ворота Басры — на юг, и каждый ведут к торговому пути. Между двойными стенами расположены казармы, склады и жилые кварталы. Целый город внутри города. А в самом центре стоит дворец халифа с зеленым куполом, видным из любой точки Багдада. Юсуф говорит, что на вершине купола стоит фигура всадника с копьем, указывающим направление ветра. Это не украшение, а флюгер. И когда копье поворачивается, стража знает, откуда приближается буя. Внутрь дворца вас не пустят, но Юсуф обещает кое-что не менее впечатляющее рядом. Он подводит тебя к каналу, вдоль которого тянется длинная аллея из апельсиновых деревьев. Воздух здесь сладкий от цветов. И ты на секунду забываешь, что находишься посреди пустыни. Это инженерное чудо. Водоподъемные колеса доставляют воду из Тигра на высоту 4 этажей. Благодаря этим колесам сады халифа цветут круглый год, несмотря на палящее солнце пустыни. Юсуф срывает с ветки апельсин, чистит его ловкими пальцами и протягивает тебе половину. Сок течет по пальцам, и ты думаешь, что этот вкус невозможно воспроизвести через 1000 лет. Пока вы идете вдоль канала, Юсуф рассказывает об арабской системе орошения, самой развитой. Подземные каналы — канат тянутся на десятки километров, доставляя воду из далеких предгорий. Эта технология древнее самого ислама, но именно арабские инженеры довели ее до совершенства. Без воды не было бы ни миллионного города, ни садов, ни бумажных мельниц, ни больниц. Ты начинаешь понимать, что Багдад — это не случайность, а результат блестящего планирования. Юсуф подтверждает. Город строили по единому плану, и на это ушло 4 года и 100 тысяч рабочих. Основатель Багдада, халиф Аль-Мансур, лично утвердил чертежи и выбрал место между 2 великих рек. Он назвал город Мадинат-ас-Салам, город мира, хотя мир знает его под старым именем Багдад. К полудню жара становится невыносимой, и Юсуф предлагает укрыться в прохладе большой мечети. Ты входишь под своды и ощущаешь, как температура падает. Толстые стены хранят ночную прохладу. Мечеть — это не только место молитвы, но и университет, суд и общественный центр одновременно. В дальнем углу сидит группа мужчин, и один из них чертит на доске геометрические фигуры мелом. Это урок геометрии по Евклиду, но с арабскими дополнениями, которых не было в оригинале. Образование здесь бесплатно и доступно каждому взрослому, кто готов учиться, без различия сословий. Юсуф шепотом добавляет, что некоторые лекции длятся до заката, и никто не уходит раньше. После мечети вы оказываетесь на площади, где толпа собралась вокруг человека с бронзовой сферой. Он вращает ее и показывает зрителям созвездия, объясняя движение небесных тел над их головами. Публичные лекции по астрономии здесь обычное дело. И слушатели задают удивительно точные вопросы. Ты понимаешь, что средний багдадец IX века знает о космосе больше, чем европеец века XV? Юсуф ведет тебя к еще одному чуду — аптеке,
где за прилавком стоят сотни керамических банок. Каждая банка подписана: камфора, опий, шафран, мускус. Здесь больше 500 наименований. Аптекарь объясняет, что каждое лекарство проверено на практике и описано в фармакопее, каталоге. Это первая в мире государственная фармакопея, и она стандартизирует дозировки по всему халифату. Аптекарь взвешивает порошок на крошечных весах с точностью, которая поразила бы и современника. Юсуф покупает себе постилки от кашля из меда с тимьяном и предлагает тебе попробовать одну. Вкус горьковатый, но приятный. И ты думаешь, что аптеки за 1000 лет изменились не так уж сильно. Выйдя из аптеки, вы попадаете в квартал красильщиков, где ткани сохнут на веревках над головой. Индиго из Индии, шафран из Персии, кошениль из Магриба. Каждый цвет имеет свой маршрут. Красильщики работают по пояс в каменных чанах с красителем, и их руки окрашены навсегда. Юсуф говорит, что по цвету рук можно определить профессию любого ремесленника в этом городе. Синие руки – красильщик, черные – кузнец, желтые – аптекарь, а чернильные – переписчик. Ты смотришь на руки Юсуфа, они в чернилах до самых запястий, и он этим явно гордится. Вы сворачиваете на тихую улочку, и Юсуф останавливается у двери с полумесяцем из латуни. Это его собственный дом, и он приглашает тебя внутрь, чтобы показать, как живет ученый. Внутри уютный двор с фонтаном, лимонным деревом и полосатым котом, спящим на подушке. Кот открывает один глаз, оценивает тебя, зевает и снова засыпает. Ты явно не стоишь внимания. Юсуф называет его Ибн Сина в честь великого врача, потому что кот лечит его от одиночества. Дом небольшой, но каждая стена увешана полками с книгами. Их здесь не менее 300. Для сравнения, вся библиотека крупнейшего европейского монастыря — это едва ли 100 томов. Юсуф достает с полки потрепанный том и бережно кладет его на стол перед тобой. Это перевод начал Евклида. И Юсуф сам перевел его с греческого за 8 месяцев работы. Он перелистывает страницы с такой нежностью, будто держит в руках живое существо. Ты спрашиваешь, зачем переводить древних греков, если можно создавать собственные труды? Юсуф отвечает просто. Чтобы двигаться вперед, нужно сначала понять, куда дошли все до тебя. И арабские ученые действительно пошли дальше. Они не просто сохранили знания, а приумножили его. Кот Ибн Сина запрыгивает на стол и ложится прямо на раскрытую рукопись, мурлыча во весь голос. Юсуф со смехом убирает кота и предлагает продолжить прогулку, пока не стало слишком жарко. Вы выходите на улицу, и Юсуф указывает на длинное здание с колоннадой и журчащими фонтанами. Это мадраса. Школа высшего уровня, где преподают право, теологию, математику и медицину. Юсуф сам преподает здесь по вторникам и четвергам. Перевод с греческого и сирийского языков. Студенты приезжают сюда из Кордовы, Каира, Самарканда. Весь исламский мир стремится в Багдад. Многие из них получают стипендию от халифа. Жилье, еду и бумагу для записи оплачивает казна. Ты понимаешь, что это прообраз современной университетской системы грантов и стипендий? Из мадрасы вы идете к мосту, и Юсуф рассказывает о торговле, которая питает все это великолепие. Только таможенные сборы Багдада приносят казне больше золота, чем весь бюджет королевства франков. Халифат контролирует торговлю от Атлантики до границ Китая. И Багдад снимает сливки с каждой сделки. На мосту ты замечаешь старика, который продает жареную рыбу прямо из лодки, привязанной внизу. Запах мазгуфа, рыбы на углях, смешивается с речной свежестью, и ты снова чувствуешь голод. Юсуф покупает 2 порции, и вы едите, сидя на каменном парапете моста, свесив ноги над водой. Под вами проплывают лодки с грузом фиников, а вдали виднеются паруса торговых кораблей. Юсуф говорит, что Тигр для Багдада — это и дорога, и водопровод, и холодильник одновременно. Продукты хранят в запечатанных кувшинах, опущенных в проточную воду. Это местный холодильник. Молоко, фрукты и мясо остаются свежими несколько дней благодаря постоянному охлаждению течением. После обеда Юсуф ведет тебя в квартал, где воздух наполнен ритмичным скрипом и шелестом. Это бумажные мельницы. Сердце информационной революции, которая изменит мир навсегда. Здесь тряпье превращается в пульпу, пульпа — в листы,
а листы — в книги, меняющие цивилизацию. Ты видишь мастера, который разглаживает лист костяным инструментом до идеальной гладкости. Каждый лист проходит через 7 рук, прежде чем попадет к каллиграфу или переплетчику. Юсуф добавляет, что лучшая бумага в мире делается именно в Багдаде и Самарканде, и нигде больше. Европа начнет производить собственную бумагу лишь через 3 столетия в Испании и Италии. Ты осознаешь масштаб? Без арабской бумаги не было бы Гутенберга, а без него ни газет, ни книг. Солнце уже клонится к закату, когда Юсуф приводит тебя к последней остановке на сегодня. Это каллиграфическая мастерская. Место, где буквы становятся искусством и почти молитвой. Мастер-каллиграф сидит в абсолютной тишине, и его рука движется так плавно, словно танцует. Каждая буква выверена до долей миллиметра, и на одну страницу уходит целый день кропотливой работы. Юсуф шепчет, что хороший каллиграф ценится здесь наравне с ювелиром и зарабатывает не меньше. Ты покидаешь мастерскую в молчании, потому что после такой красоты слова кажутся лишними. Второй закат над Багдадом окрашивает небо в цвета граната и расплавленного золота. Юсуф предлагает подняться на крышу его дома, чтобы увидеть город с высоты перед наступлением ночи. С крыши открывается вид, от которого перехватывает дыхание. Весь Багдад лежит перед тобой. Тысячи плоских крыш, сотни куполов, десятки минаретов. И все это пульсирует жизнью и движением. На соседних крышах люди расстилают ковры для вечернего отдыха, потому что внизу еще слишком жарко. Кот Ибн Сина уже здесь. Он пробрался наверх раньше вас и занял лучшее место на подушке. Юсуф разливает чай с мятой и кардамоном, и аромат смешивается с вечерней прохладой с реки. Ты делаешь глоток и понимаешь, что этот вкус — мята, кардамон, мед — не менялся 1000 лет. Звезды начинают проступать одна за другой, и Юсуф указывает на яркую точку над горизонтом. Это Альдебаран. И само название звезды арабское, как и большинство звезд на нашем небосводе. Бетельгейзе, Ригель, Вега, Денеп, Альтаир. Все эти имена дали арабские астрономы IX века. Юсуф называет созвездия одно за другим, и ты слышишь музыку в этих древних арабских именах. Он объясняет, что арабские звездные каталоги содержат больше 1000 объектов с точными координатами. Без этих каталогов европейские мореплаватели никогда бы не пересекли океан через 5 столетий. Ночь густеет, и с реки доносятся звуки музыки. Лодочные концерты продолжаются до рассвета. Юсуф говорит, что пора спать, но сначала хочет рассказать тебе одну важную вещь о Багдаде. Все это великолепие, наука, торговля, поэзия — стало возможным благодаря одному принципу. Халифы поняли, что знание — самый выгодный товар, и вложили в него больше, чем в любую армию. Результат — город, где пекарь читает стихи, а врач сдает экзамен, чтобы получить право лечить. Ты засыпаешь на крыше под звездами, и кот Ибн Сина сворачивается калачиком у твоих ног. Утро третьего дня начинается с грохота. Караван из 40 верблюдов входит в ворота Хорасана. Юсуф уже на ногах, и сегодня он хочет показать тебе кое-что особенное — мастерскую оптика. В маленькой комнате с единственным окном человек шлифует кусок горного хрусталя до прозрачности. Это заготовка для линзы. Арабские оптики уже умеют шлифовать стекло для увеличения предметов. Ибн Аль-Хайсам скоро напишет книгу оптики и объяснит, как на самом деле работает зрение. Он докажет, что свет входит в глаз, а не исходит из него, и опровергнет теорию самого Евклида. По сути, этот человек заложит основы научного метода: гипотеза, эксперимент и проверка результата. Ты выходишь из мастерской, моргая от яркого солнца, и теперь смотришь на свет совсем иначе. Юсуф ведет тебя к последнему месту, и по его голосу ты понимаешь, что это будет нечто особенное. Вы входите в здание, где пол усыпан песком, а на стенах начерчены карты известного арабам мира. Это картографическая мастерская. И карта на стене простирается от Испании до Кореи без разрывов. Арабские географы знают о существовании Японии, Мадагаскара и Скандинавии. Все это нанесено. Один географ даже утверждает, что за Атлантикой может быть Земля. Но это пока лишь гипотеза. Ты стоишь перед этой картой и думаешь о том, что Колумб поплывет туда лишь через 600 лет. Юсуф кладет руку тебе на плечо и говорит, что знание не имеет границ.
только направление. Вы выходите наружу, и Багдад встречает вас полуденным зноем и привычным гулом миллионного города. Юсуф говорит, что ваша прогулка подходит к концу, но у него есть последний подарок для тебя. Он протягивает тебе маленькую книгу в кожаном переплете. Сборник стихов, переписанный его рукой. На первой странице его почерком написано: «Знание — это свет, который не гаснет в темноте». Ты прижимаешь книгу к груди и чувствуешь, что за 3 дня этот город изменил тебя навсегда. Юсуф обнимает тебя как старого друга, и кот Ибн Сина трется о твои ноги на прощание. Ты оглядываешься в последний раз. Купола, минареты, пальмы и бесконечное синее небо над ними. Этот город — интеллектуальное сердце планеты, где рождается будущее, которое станет нашим настоящим. Здесь изобрели алгебру. Здесь назвали звезды. Здесь бумага заменила пергамент и открыла путь знанию. Здесь врачи сдавали экзамены, а больницы были бесплатными за 700 лет до европейских аналогов. И все это построил не один гений, а целая цивилизация, которая сделала знание высшей ценностью. Воздух мерцает, контуры Багдада начинают расплываться, и ты чувствуешь, как время тянет тебя назад. Последнее, что ты слышишь, — это мурлыканье кота и далекий голос муэдзина над великим городом. Ты открываешь глаза в своем времени, но книга Юсуфа все еще теплая в твоих руках.